Привет, друзья! Вы на канале Swiss Stitch. Меня зовут Ирина. Это канал о рукоделии и вышивке крестом и о моей жизни. И я начинаю свой очередной вышивальный влог. И прежде чем я начну вам все рассказывать, я хочу ответить на пару вопросов, которые мне после последнего видео задали в комментариях. В видео о фестивале лимонов в Ментоне Маша из канала Cross Stitch Mia написала: а интересно, что же делают с этими лимонами и апельсинами после фестиваля? И я такая подумала, действительно, куда они девают? И пошла, естественно, узнать, что же с ними случается. Оказывается, чтобы сделать вот эти все инсталляции, у них пошло 140 тонн апельсинов и лимонов. И этот регион очень известен своими апельсинами и лимонами. Они очень ценные какие-то там у них. Ну, в общем, после фестиваля их сортируют. И хорошие, ну, которые еще в хорошем состоянии, их продают, ну, по низкой цене. А те, которые уже не кондиция, ну, нельзя их употреблять в пищу, их сортируют и их каким-то образом там перерабатывают, ну, там не описан этот весь процесс, их каким-то образом перерабатывают и потом применяют в изготовлении глиняной посуды. Они, этот Ментоне, известны тоже своими изделиями из глины. Так что ничего не выбрасывается и все идет в дело. И второй вопрос, ну не вопрос, а скорее пожелание. Ирина у меня попросила подробнее рассказать об вот этом панно с розами. Я об этом очень подробно рассказывала в видео «Мое вышивальное начало». Я оставлю вам ссылочку. Оно, правда, 4 года назад снятое, так что там не очень качественная, но тем не менее история очень интересна. Вышивала я его по бурде, которая еще была на немецком языке. Там я переводила цвет темно-зеленый, и я практически своим подбором делала эти все розы. Потому что тогда было очень сложно купить эти нитки DMC, покупались какие-то нитки вообще непонятные, даже у меня здесь в некоторых местах катушечные нитки присутствуют, так что такое. И если присмотреться поближе, то все красные розы, если как-то с бежевыми я быстро определилась с цветами, то с красными я очень долго не могла определиться, и они все абсолютно разных цветов нитки в этих розах. И вот в одних мне нравится больше, в других мне нравится меньше. Но факт остается фактом. Все нитки разные, в каждой розе разный состав, разный набор ниток. Но это действительно очень интересная история. Этот панно начал вышивать, когда мне лет 30 было, потом оно 25 лет лежало, ждало, пока я созрею. Но и уже приехав сюда, я его закончила. Так что проходите и смотрите. Я думаю, это интересное видео. Ну и уж, коли речь зашла за розы, покажу вам букеты, которые мне надарили на 8 марта. Приезжала дочка с мужем, и вот они меня задарили. У нас были гости, тоже мне подарили красивый букет роз. Ну и, в общем, было очень-очень приятно. Ну что же я планирую делать на этой неделе? А на этой неделе я хочу все-таки сделать неделю стартов, весенних стартов. И, как я уже говорила в предыдущем видео, большинством голосов выиграли эти тюльпаны. Так что я хочу начать тюльпаны. И пока более-менее светло, у нас очень пасмурная погода,
Был такой чудесный, замечательный выходные, а вот понедельник начался с дождя. Но пока светло, я хочу разобрать нитки, потому что это не мое самое любимое занятие, даже могу сказать, самое нелюбимое занятие во всем этом процессе. И хочу начать эти тюльпаны. А потом посмотрим, что у меня будет следующее. Так что до следующего включения. Все цветет, вот миндаль зацвел. Но идет дождь, и мне поэтому на улицу неохота вылазить. Вот там нарциссы цветут, вот там гиацинты. Ну и вот следующее включение. Что же у меня получилось. Меня сегодня с утра пораньше мои любимые родные раздраконили. Мало того, что погода отвратная, но тем не менее я утром проснулась с прекрасным настроением, с кучей планов, идей и всяких таких разных хороших мыслей, да. В общем, вы поняли. И стоило мне пообщаться 5 минут, все. Я надеюсь, это не отразится на этом кусочке видео. Ну, иногда просто... Так вот, вернемся к тюльпанам. И что же мне удалось вышить? Та-дам! Вы что, думали, все вышила? Нет. А это вот все, что мне удалось за 2 вечера. Ну, собственно, как за 2 вечера. Один вечер я вышила, ну, может, крестиков 20. А второй вечер вчера был такой, он очень-очень длинный у меня получился вечер. Я, наверное, часов 5 вышивала. У меня редко такое бывает. Ну, прям так неплохо пошло. И я с удовольствием вышивала. Очень легкий, я могу сказать, процесс. Желтенькая эта тканюшечка, веселенькая, такая витаминная. Видимо, вчера много времени провела с моими, поэтому сегодня они меня уже, наверное, видеть не хотели, поэтому они меня раздраконили. Вот. Ну, что тут? Вообще, как бы, на мой взгляд, как-то очень контрастно. Я что-то в последнее время меня не удовлетворяет подбор цветов. Ну, переходы, ну, вот они такие достаточно рисковатые, как вы видите. Ну, по результату я уже с этим превью сравнивала. Ну да, здесь же они тоже такие резкие переходы. Я уже думала, может, я там... по тьмах с нашим этим что-то перепутала по цветам, но нет, проверила, все правильно. Ну вот так как-то резкие такие, на мой взгляд, переходы вы не находите? Я нахожу. И здесь первый раз мне попался Mill Hill, в котором есть бленды. И вот они, вот это. Это бленд. Это светло и темно-зеленый. Я не знаю, видно ли вам эти, видите, 2 разных цвета. Ну вот вам поближе. Лен, он, конечно, не равномерный, как вы видите, он то толще, потолще, поэтому крестики получаются один повыше, другой пониже, один пошире, другой поуже. Ну вот в целом. В общем и целом, смотрите, как это выглядит. Вот здесь вот это правильные цвета. Вот так вот это неправильные цвета. Будем смотреть вот так. Очень хороший, ну как, приятный, очень весенний такой, прямо яркий дизайн. Мне нравится, он мне понравился сразу, как только я его увидела. Я его на превью, он мне понравился, потом я видела отшивы, они очень красивые. Ну, классный, что тут сказать, и вот так красиво получается.
Следующий, теперь же я, как я уже сказала, хочу сделать неделю стартов. Следующим стартом, на этом все. Тюльпаны можно убрать. Все вам рассказала, показала. 20 цветов здесь, 21 цвет, и 2 из которых бленды. Что еще сказать? Ну, это я все показывала. Вот столько бисера. Но бисер здесь, вы знаете, будет в основном вот в этой рамочке, если я правильно поняла. Здесь вот я пока вышивала, видите, здесь бисер будет вот здесь немножко в тюльпанчиках. Вот эти дырочки, это под бисер пойдут. Положить что-то. Весь остальной бисер пойдет в рамку. Ну и здесь и видно, видите, немного этого красного бисера, который будет в цветах. И голубой. Голубой это весь, который в рамке будет. Ну, наверное, еще в этом вазоне будет еще немного бисера. Так, теперь точно все. А следующий дизайн, который я очень хочу взять, он тоже, ну, на мой взгляд, он тоже весенний. И это у меня будет Mirabilia Tea Time. Вот такие две очень милые дамочки пьют чаек с такими красивыми прическами. Вот такой вкусный чай, что она аж глаза закрыла. Прямо балдеж-балдежный. Вот почему-то у вас как-то цвет в голубой больше идет, а на самом деле он как бы это показывает. Ну как это показывает-то? Он такой зеленоватенький этот здесь. И у меня будет вот такой зеленоватенький тоже. Я не знаю, что это. 28 каунт знаю только. У меня все есть. У меня есть ниточки. Все я собрала здесь. У меня здесь есть embellishment pack тоже. Так, сейчас я все выложу, а то я так, знаете, как то на базаре. Так вот, другое дело, а то показываю вам новый старт, и как-то не очень я сильно подготовилась. И, как вы можете видеть, здесь не особо много цветов. Здесь всего 30 цветов, из которых 2 бленда здесь делается, из этих 30. В общей сложности палитра 30. И все ниточки DMC, и должна быть одна ниточка Karen Water Lilies, которой у меня почему-то нету. Я была уверена, что она есть. 244 номер. Е244. Надо посмотреть, может она где-то там у меня в запасах есть. Потому как я была уверена, что у меня ну, все готово. И здесь всего лишь 6 видов бисера, из которых один вот такой крупный, 8 номер. Боже, что-то руки не держит. Вот такой крупненький, если вот он, наверное, такой бисер. Видите? Этот. Как икра. А это как поддельная искусственная икра. И размер этого будет, здесь в инчах написано 13,81 на 10,5 инчей, на 16 каунте, 32 каунт. Ну, здесь они предлагают серый лед от Witchelt. Ну, у меня не серый. У меня будет зелененький, не знаю от кого. Поэтому... И размер это где-то 13,8, но это, наверное, будет где-то 35 сантиметров. 35 сантиметров это будет 35 на 10,5, это 35 на 25 это сантиметров будет. Ну, грубо. Это будет сам дизайн, эти самые дамочки, вот это будет 35 на 25. Ну и здесь, видите, достаточно большой надо оставить простор. Ну, у меня кусок 50 на 70, я вполне думаю, что этого будет достаточно. Вот такой интересный.
И здесь начинается центр. Я все время делаю из центра, потому что я уже столько раз ошибалась, и поэтому я не хочу в этот раз опять промахнуться. Я начну из центра. Я надеюсь, в центре это не этот Karen Water Lilies, чтобы не промахнуться. Сейчас посмотрю, какой это буквочка Е обозначена. Сейчас, чтобы вам не светить схемку. Ну и да, я была права. Этот столик вышивается. Это Karen Water Lilies. Блин, ну что за ерунда такая. Я думала, я начну, а закажу себе этот Karen Water Lilies, когда он придет. Но у меня есть очень похожая Глориана. Вот такой с переходами, очень красивая. Я думаю, она здесь впишется даже лучше Karen Water Lilies. Так что... это моя первая мирабелья. Я раньше мирабельи не вышивала. И смотрите, какой меня ждал сюрприз. Здесь на одной стороне полсхемы. И переворачиваем на обратной стороне. Мне такое не нравится. Я такое не люблю. Ну, придется делать копию и склеивать. Или я не знаю. Ну, короче, как-то это все... не очень мне нравится. Я предпочитаю уже либо на одном листе. Она схемка крупная, черно-белая, со значками. Это я люблю. Но то, что видите, это с одной стороны девочка, и с другой стороны девочка. Это все видно. И вот видите, как видите, стол. Это у нас, естественно, Karen Water Lilies. Ну и ладно, ну и фиг с ним. Так, на сайте на 1, 2, 3 Stitch я посмотрела. Ну, я вам ставлю картиночку. Он там какой-то странный. Совершенно не то, что вот здесь на превью. Там какие-то зелено-желтые, оливковые. Этот 244. Я здесь что-то желтого совсем ничего не вижу. Вы видите? Я нет. А у меня есть. Но здесь больше зеленый, я так думаю, все-таки, да? Ну, как можно понять что-то? У меня есть вот такой синий. Это у меня, может, вы помните, когда-то давно я тут по случаю распродавались. Вот такой шелк, thread, gatherer. Ну, я не знаю, как это читается. И вот это называется Tapestry Green. Вот. И, ну вот синий, наверное, синий нет. Здесь больше зеленый все-таки. Это тоже тот же самый, но вот здесь вот этот зелененький. Сейчас я его достану из кулечка, покажу. Так, вот я достала. Сейчас я, может, на этом... Ничего пока. Он зеленый, он не синий. Вам как-то он в синий больше идет. Он на самом деле зеленый. На чем бы мне его положить, чтобы видно было, что он зеленый? Может, вот так на светлом. Так, у меня нету какого-то белого. Так, может, вот так. Но здесь есть переходы, как вы видите, и может вот так чуть-чуть видно. Вот здесь оно больше зеленое. Вот то, что вам синее, это больше темно-зеленое. Цвет морской волны зеленое, но не синее. И мне кажется, оно вообще просто идеально, как будто оно там и было. Вот эти вот места, это будет черный цвет. Вот эта полосочка. Вот это. И мне кажется, вот здесь даже эти вкрапления этого черного есть. Мне кажется, это будет идеально подходить. Вот сейчас передается более-менее правильно. Так что стартую я с первой моей мирабельей, с почином, так сказать, меня. И посмотрим, что мне удастся за пару вечеров сделать. Ну, естественно, к 8 марта я пекла торт. В рецепте было заявлен итальянский торт мимоза. Ну, с итальянским тортом мимоза у них общее только украшение и шафран внутри. А содержимое совершенно разное. Там
бисквит с заварным кремом, а у меня получается внутри ананасовый мусс и малиновая конфи. Получился очень-очень вкусный тортик, очень нежный. Рецептик обязательно выложу, если еще не выложила. Так что заглядывайте, понравится. Ну что ж, друзья, я к вам с отчетом по мирабилье. В прошлом включении я сказала, что это моя первая мирабилья. Вру без зазрения совести. Естественно, вы помните, что я начинала «Снежную королеву» этой зимой. Ну, что я имела в виду? Я впервые вышиваю по вот такому, по оригинальному набору, скажем, по оригинальному как это называется? По оригинальной схеме. На «Снежную королеву» у меня схемы еще нет, я ее еще не купила, ну, надеюсь, к моменту, когда я ее начну вышивать, я ее приобрету, и я имела в виду, что впервые я держу в руках саму эту схему. Короче, что же мне удалось навышивать? Мне удалось навышивать весь стол. Вот я вышила этот весь стол. Посмотрите, какой он красивый получился. И, как вы помните, я здесь заменила ниточку Karen Water Lilies 244 номер. Я заменила шелковой ниточкой. Так, въезжает моя организация. Вот этой ниточкой Thread Gatherer, the Thread Gatherer. Название, вдруг кому-то понадобится, Tapestry Green SNC 054. Вот такая она классная ниточка с переходами. И мне кажется, она вообще очень хорошо вписалась. Этот столик вообще получается такой, как будто он гранитный. Вот прикольно. Мне понравилось очень. Переходы очень классно видно. Немного подсвечивает. Ну, как видите, шелковая ниточка, она потолще. И видите, она не светит. Ну, вот черная тоже не светит. Но опять же, это лен, видите, здесь же переплетение, то ниточка потоньше, то ниточка потолще, вот здесь толстая, видите, эта нитка, вот здесь она совсем тонкая, и когда ты попадаешь, ну, вот здесь черный, он не светит, а вот серый, смотрите, как светит, вот серый светит так, и вот здесь черный светит. Ну, я думаю, в общем и целом выглядит неплохо. И я так поняла, теперь я понимаю, когда девочки говорят: ой, я вчера за вечер села, там 1000 крестиков отмахала. Да, ну, конечно, вот если здесь ты взял эту ниточку, и даже если при том, что надо здесь закрывать каждый крестик, за один вечер я вышила, 500 крестиков, а за вчерашний вечер я вообще махнула 800 крестиков, понимаете? Так что, да, с такими зашивками вполне реально такие результаты получать, потому что это вам не Just Man за вечер 100 крестиков отшил. Радости полные штаны. Так что вот на этом дизайне такой хороший старт, я считаю, я сделала. Больше 1000 крестиков я отшила. И теперь мне же хочется стартануть последний весенний старт. Я не знаю, может и не последний, потому что я в итогах зимы и в планах на весну сказала там, что я хочу начать, ну и кучу всего забыла. Как я уже говорила, я забыла, что у меня же еще Red Spring от Рената Паролин. Потом я же все-таки надеюсь еще эти деревья от Рената Паролин повышивать. Ну, короче, Серенитади компания весну ж надо вышить там. Боже, да там еще шить, не перешить, короче говоря. Так, ну и следующим стартом я хочу взять весняные мережева от Юлечки Крафт. В прошлый раз я не вставила превью. Я его обязательно поищу, потому как у меня электронная схема. И давайте же посмотрим. Это набор мне подарила Ирочка.
которая живет в Италии. И в этом наборе вот такой у нас, я думаю, это лед. Сейчас я все распакую, чтобы не шелестеть. Вот, смотрите, какая красота неземная у меня есть. Очень такого приятного, такое кафе, латте-макиато, скажем так, не знаю, как называется эта ткань, но она такого слегка кофейного оттеночка, молочная, кофейным оттенком. Вот такие красивые бисеринки, такие маленькие, ювелирные, и вот такой вот цветочек очень красивый тоже, смотрите, металлик золотой, и вот еще такие и две ниточки. Наши девочки-производители, они наборы делают, ну, это вообще ни в какое сравнение не идет, особенно с французскими, ну, и итальянские то же самое. Рената Паролин еще хотя бы на красивой бумаге печатает все. И вот смотрите, какие очень красивые с переходами, это, видимо, ручного окрашивания ниточки. Я знаю, Юля там сотрудничает с какой-то девочкой, которая красит эти ниточки. Смотрите, какие они красивые. А это, наверное, шелковое перле. Ой, ну вообще, это будет такой необыкновенно красивый дизайн. И так как у меня еще появилась одна круглая коробка, и теперь я старый дизайн, который от Shepherd's Bush у меня на икеевской коробке стоит сейчас, он чуть-чуть меньше диаметром, он как раз на ту, которая поменьше коробочка пойдет. А вот это Юля разрабатывала именно на крышку для коробки, вот этой деревянной большой. Так что вот, начну. И покажу, что у меня получается. Смотрите, какой у нас град, капец. На цветочки, на машину, молния. Там магнолия цветет, на нее тоже побьет. Миндаль весь обобьет. Короче. Боже, он такой крупный. Кажется, что в Швейцарии почти на каждом мусорном ящике, либо вот так рядом на столбе, висят пакетики для того, чтобы убирать за собаками. И это очень удобно, потому как я во Франции очутилась в такой ситуации, что у меня закончились пакетики, и мне пришлось собирать салфетками. И еще очень удобная вещь, что это все находится на уровне, ну вот пакеты на уровне вытянутой руки, на уровне плеча, значит, а мусорник на уровне талии. Тебе не надо наклоняться в 3 погибели, чтобы выбросить мусор, либо сорвать этот пакетик. Ну, несмотря на все это, то, что вам предоставляет коммуна, все равно находятся вот такие, которые оставляют вот такие подарки. И вот из-за таких недобросовестных людей в мой прекрасный парчок с собачкой заходить нельзя, потому что кому понравится сидеть на травке, а рядом какашки, либо вообще попасть в какашки. И поэтому мы вот так вот с краешку, с Лулу идем. Ну, хотя бы, чтобы рядышком с озером постоять. И да, вот так. Вот такая печалька. Нельзя теперь по этому парчку ходить с собачкой. Лулу, не пей из лужи, козленочком станешь. Иди. Вон человеку нравится по лужам гулять. Давай.
И вот я к вам с отчетом, что мне удалось вчера навышивать. Я, конечно, вчера замахала всех, написала всем, кому возможно, как говорится, чтобы мне помогли разобраться с этим всем делом. Ну, посмотрите, как красиво выходит. Это весенние кружева от Юли Крафт. Очень красиво. И вот, я видите, цветочек этот вышила. И эти блоки. Ой, ну, конечно, здесь надо... И я смотрю Юлина видео, и она 10 раз там повторяет: я считаю, я считаю, я считаю. Да я вроде что же считаю, постоянно пересчитываю. И что вы думаете? Я вышивала вот так, начала отсюда, вышила вот это ж надо посчитать 21, потому что здесь будет вырезаться ж потом, и потом, если ты промахнешься, и здесь у тебя не сойдется с этим, ну, короче, вы поняли. Я вышила это и пошла вышивать вот эту лесенку. Ну и вышиваю, пересчитываю, чтобы по 5 столбиков этих вышивала здесь, чтобы они все правильно. Дохожу. И знаете, как сравниваю? Ну вот здесь, где ниточки будут вынимать, надо по 4 ниточки вынимать, и здесь должно оно сходиться, чтобы эти ниточки, ну как бы все вот так надо проверять, чтобы они все были параллельны, вот эти штучки. И сходились этот уголок, вот, этот уголок с этим уголком, этот уголок с этим уголком, потому что здесь будет вырезаться 4 ниточки, здесь выниматься, здесь должно 4 ниточки оставаться. Ну, здесь должно быть все четенько сходиться. И я вышиваю, считаю 5, 5, 5, 5, 5, 5, все параллельно перпендикулярны, дохожу до этого момента, и у меня вот здесь не сходится. Блин, я смотрю, а я здесь вместо 5 я вышила 4. И представляете, я вот это все распускаю, и наша песня хороша, я начинаю это все заново. Так что, да, здесь надо, здесь несложно, абсолютно все несложно. Ну, что-то 5 столбиков так, 5 столбиков горизонтальные, 5 столбиков вертикальные, и идешь. Ну, здесь, если ты промахнулся, вот я здесь промахнулась и прохлопала, не увидела сразу, что я сделала здесь 4 столбика вместо 5, дошла до этого момента, и у меня не сходится. Вот, и распускаем, и начинаем все заново. Но здесь уже как-то старалась, я надеюсь, здесь вроде считала все, сравнивала, все нормально. Ну и когда долго ты не вышиваешь шовчики, конечно, оно дает о себе знать. Когда я там в прошлом году вышивала и этот The Garden от Эми Бишоп, и я вышивала, что там еще, ну, все эти шовчики вышивались, они более часто, то в этом году это первые шовчики, которые я взяла, ну, уже за полгода, наверное, первый раз я взяла шовчики, и, конечно, уже рука не так набита, надо как бы привыкнуть, и тогда дело пойдет веселее. Ну вот мне очень нравится, очень красиво. Это все ниточки, как я уже показывала, Юля кладет в наборчик. Вон, посмотрите, какой красивый сиреневый цвет этот. Прекрасный, прекрасный дизайн, прекрасные ниточки. Я в восторге, и мне нравятся шовчики. Время от времени надо отвлекаться от крестиков, и тогда это приносит тебе большое удовольствие. У меня эти шовчики периодами иногда мне прям... Я помню, когда я открыла для себя Викторию Сэмплер, боже, меня так захватило, я думала, я буду вышивать только одни шовчики. А недавно совсем моя подружка, я ей подарила наборчик, ну, года 2 назад это было, ну да, года 2 назад. Я ей подарила наборчик, и она им пользуется. Это очень приятно. Я вообще не люблю дарить вышитые рукодельные работы. Но это тот человек, который действительно ценит эти вещи, ей нравится, и она пользуется. И она мне присылает фотографию: смотри, какой классный у меня наборчик. Я такая говорю: что ты что-то там творишь, шьешь? Она: да, шью. И как раз она в этой коробке, что я сделала, хранит эти все катушки, ножнички и все такое прочее. Так что да, шовчики, они, конечно, классные. Ну, а на этой неделе, пожалуй, и все. Я сделала 3 старта.
Я надеюсь, вам понравилось. Напишите мне, пожалуйста, какой старт вам нравится больше всего, за какое вы будете болеть. И я все-таки планирую на следующей неделе продолжить мои старты, потому как я хочу все-таки начать весну от Serenità компания, и хочу, я вот не знаю, либо продолжить, либо вышивать эти. Стартануть-то можно, вообще не проблема. Единственная проблема, я ж нитки порастаскивала, я пораскладывала по всем этим, ну, по разным же этим коробочкам. Ну, там у меня что, я начала Милхил, там были нитки, я не вытаскивала. Ну, в общем, посмотрим, потому как я хочу красную весну начать и начать Serenità компания. Это минимум. И еще один там у меня есть одна хочушка, которую я тоже весной хотела бы начать. Ну, пока я не знаю еще, буду я начинать или нет. А так у меня будут начаты все эти наборы, и получается их дофигища, и я не знаю, я никогда не играла вот эти рулетки, я никогда не понимала, что за прикол в этих рулетках. Теперь я поняла, потому как все, что я начала, мне все нравится, мне хочется вышивать все прямо здесь и сейчас, но, естественно, нету на это все время, и я теперь понимаю, почему девочки крутят эти рулетки, крутят эти самые, ну, я не знаю, я рулеткой никогда не пользовалась, я не знаю, как где-то там, как это все делается, надо либо разузнать, либо я буду бросать кости, у меня есть кубики, и тогда мне надо, чтобы у меня было 12 наборов, и тогда я буду 2 кубика бросать, и у меня будет показывать, какой номер какого набора. А второй раз я 2 кубика буду бросать, и мне будет показывать, сколько крестиков мне надо отшить. Как вам такая идея? Напишите мне в комментариях, как вы организуете, если у вас много процессов, как вы делаете это все, потому как рулетка, ну, не знаю. Предложите мне другие варианты, кроме рулетки. Как это еще можно сделать? Записочки вытаскивать можно, понятно, там поднаписывать все эти самые процессы, которые у меня есть, и на другой бумажечке написать, сколько крестиков. Я думала там максимум сделать 1000 крестиков и минимум сделать там, ну, крестиков 200, ну, потому что 100, ну, это совсем уже как бы мало будет. Вот такие у меня планы на следующую неделю. А я с вами прощаюсь и увидимся на следующей неделе. Пишите мне, я буду рада почитать и ответить на ваши комментарии. Мне всегда это очень-очень приятно. А сейчас пока-пока.